Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго времени суток, прекрасного настроения. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Сплетни о вас, что нового на форуме ваших недоброжелателей. Сегодня попытаемся узнать, кто ваши сплетники, кто люди, которые о вас распространяют сплетни. И, собственно, о чем эти сплетни в контексте, связанные с вами, да? Что нового про вас придумали? Сначала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если вы понимаете, что точно на вас похоже, вы пришли на расклад, значит, смотрим дальше расклад до конца. Один вариант. Если похожа девочка на вашу подругу, сестру, значит, есть шанс посоветовать ей посмотреть это видео. Может, оно для нее будет интересно, полезно. Итак, мои хорошие, какая вы? Да что ж такое? Прям выскакивают карты. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что у нас тут за... Даже сколько же можно? Какие-то зависимые отношения, горе горькое, слезки, надеюсь, в прошлом. Ну да, похоже, это в прошлом. Да, вы мне как раз отвечаете, говорите, в прошлом у меня был такой опыт, я много слез пролила, как ребенка обидели. Видите, картинка, девочка слезы льет и уже смотрит так укоризненно и говорит: за что ты так со мной? За что вы меня обидели? Почему? Чем я это заслужила? Ничем. Просто такой встретился вам товарищ. Скорее всего, история с созависимых отношениях. Тут женщина, смотрите, так уж влюбленно смотрит на какого-то мужчину. Не хочу тут всех, как говорят, собак спускать на мужчину бедного или богатого. Тут мужчина по этой карте идет, он сам по себе токсичный, разрушает и свою жизнь, и заодно, если это выбор женщины, да, все мы взрослые люди, как говорят. Так вот, вы же взрослый человек, мои хорошие, да, и я взрослый человек, и это выбор каждой женщины, если она объективно выбирает такого мужчину себе. Не знаю, в мужья, в любимые, да. Другое дело, у нас объективностью не пахнет. Мы, как правило, если мы влюблены, или если мы даем шансы кому-то, то какая объективность, да? Мы видим все в одном свете, в одном ракурсе, как-то все под одним углом, а потом, когда все эти проявления уже идут в нашу жизнь, когда мужчина так показывается, проявляется, все, картинка меняется, да. И к тому же, мы должны сами заботиться о своей безопасности, девочки. Мы же уже не маленькие. Должны как-то замечать, по идее. Ладно, это я так отстраненно, что-то мне пришло в голову. Я о чем? Потому что тут многие перенос ответственности. Он во всем виноват, вот он такой нехороший. Да, может быть, и он такой. А может быть, где-то вы своей вот добротой какой-то, упаси Господи, не хочу никому говорить, что не нужно быть доброй. Нужно быть доброй. Но в первую очередь, девочки, нужно быть добрым человеком к самой себе и к тем, людям, которые этого заслуживают, которые адекватно вам отвечают. Они так, вы тут для него все, а он вам боль причиняет, и прям душевные эти муки. И кайф от этого еще человек самоутверждается, ловит кайф от этого, да, самоутверждается, где-то повышает свою самооценку, тем самым вашу самооценку гробит вообще, как бульдозером по ней проедется. Потом он уйдет в свое свободное плавание или выберет какой-то уже ресурс более, как сказать, более свежий во всех смыслах. Я даже не в том плане, что кто-то будет там какая-то девочка моложе, красивее. Это даже не в этом дело, а ресурс. Вы уже на него сколько своих сил, энергии сливаете. Мы все сливаем на вот таких товарищей. А где эту энергию пополнять? Ему нужно постоянно этому человеку такое вот. Ладно, это я картинку какую-то такую увидела просто, поэтому меня аж прям задело.
Так вот, мои хорошие, тут как будто бы женщина выбрала какого-то мужчину. Не просто выбрала, он зацепил. Где-то настолько подвлюбилась, где-то какая-то больная зависимая любовь. Может, объективно уже. И предпосылочки были, и звоночки, уже как колокола били, да. Посмотри, ну как-то ведет себя очень некрасиво, может быть, агрессивный, может быть, какие-то токсичные проявления, может быть, сам в зависимостях. У кого какая зависимость. Вот люблю и все. Вот он мне нужен и все. У кого-то, в принципе, показано. Мужчина, как за спиной держал этот кинжал. Это история о том, что он свои какие-то преследовал цели, да, может быть, планы у него какие-то были. В отношении вас это как двойные стандарты. В отношении вас могли быть какие-то недоговоренности, муть какая-то, опять как скрытые мотивы. Вот, это все сюда, девочки. Потому что человек же не будет за спиной держать кинжал, когда он открыт, когда он идет к тебе с распростертыми объятиями. Нет, тут человек как будто бы в отношениях с вами, в коммуникации с вами четко понимал, что он преследует свои какие-то цели. И как-то удобненько об этом, может, не договорил. Дальше меня карта вот эта радует. Эта карта говорит о том, что вы научились где-то от этого всего защищаться. Может, наконец-то эти рамки границы выстроили. Может быть, где-то настолько болезненный для вас этот урок был, что вы говорите: хватит, наплакалась, настрадалась, хватит. И это все в моей жизни было. Все, не позволю себя обесценивать. Все, не позволю боль себе причинить. Я у себя любимая. Ну вот, у кого-то, вот они показывают мне, у кого-то уже дошло, понятно, может быть, у мужчины был выбор, или у вас был выбор, не обязательно у мужчины, развилка. То есть выбор из двух мужчин выбрать, из двух женщин выбрать. Может, длительное время мужчина давал вам ощущение того, что вот-вот я тебя выберу, вот-вот у нас все будет. Опять показано по дьяволу, тут какой-то, знаете, такой подтекст, какой-то дьявольский умысел, план, манипуляция. Это все сюда. Вот даже, вот, может быть, если была еще одна женщина, ему даже удобно было, выгодно вас держать в таком напряжении каком-то, чтобы вы эту любовь заслуживали. Для того, чтобы вы где-то себя сравнивали, может быть, с другой, с иной женщиной. Тем самым ваша самооценочка понижается, тем самым вам хотелось ему доказать: вот я лучше, я круче, выбери меня, останови свой выбор на мне. Вот эти какие-то кастинги, постоянно как чувство, борьба за него, за его внимание. Тут такое может тоже проходить. При этом показано, наряду с этим, человек по карте князь. Тут, знаете, мнение о себе очень высокого. У него может быть в жизни уже налажено все как-то. В каком плане? В материальном плане. У него такое себе, повторюсь, еще как бы даже завышенное о себе мнение. Как минимум у него видение себя человека, который может позволить себе какие-то вещи, какие-то поступки. Может быть, там даже отдых какой-то. Может быть, может, не знаю, недвижимость. Может быть, ну как-то как атрибуты роскошной какой-то жизни. Вот что-то такое, как я не статистический, я какой-то такой. Вот, да? Почему-то ему даже важно это подчеркнуть. Но опять-таки какую-то значимость свою вот где-то показать. И опять мне показано лабиринт, душевные муки, карта род. Это история о том, что человек осознанно где-то вас, может еще кого-то, как в лабиринте. Вы блуждаете, да, ни входа, ни выхода. Эта ситуация, она тупиковая изначально. Но почему-то человеку удобно, вот, чтобы вы пребывали в этом, было так, чтобы вы пребывали в лабиринте, чтобы вы не задавали четких вопросов конкретных и не хотели услышать конкретные ответы, да, вот тут как будто бы, как в лабиринте, мы блуждаем и не знаем выход, вход, и тратим много времени. Это все приносило душевные муки. Тут душевные муки, своеобразная карта. Смотрите, женщина, ну, правда страдает, и у нее глаза завязаны. Это то же самое, как в лабиринте блуждать.
и хочешь выйти, и не можешь, и тут глаза завязаны, и хочешь увидеть, как мне с этой ситуации теперь выходить с наименьшими потерями, и не можешь. В том числе это связано у кого-то род семья. Кто-то из вас хотел семью, серьезных отношений, человек не мог вам этого дать или не хотел. В конце концов, карта иллюзия вышла. История о том, что где-то вы прозрели, где-то вы... Вот почему я тут эту карту спросила, о чем это? Защита. Как будто бы до вас, может, в один момент это все как дошло, глазки открылись, эти, которые были длительное время завязаны тут. Где-то осознали, что это всего лишь иллюзия. Те завтраки, которые он, может быть, там вас кормил этими завтраками, или в принципе какую-то двойственную ситуацию такую создавал, где вы сами, может, сами себя кормили даже этими завтраками, девочки. Где-то, может быть, мужчина так как-то себя вел двойственно. Ни да, ни нет, да, может быть. Вот такое тоже тут у кого-то может проиграться. Ну и типа, потом в конце, как часто они говорят, да, ладно, не будем так о мужчинах, не будем. Мужчины прекрасные, замечательные, женщины точно такие же. Просто иногда попадаются особи. И нам иногда очень везет, и мы на них... Или они в наше поле попадают, или мы в их поле попадаем. Ладно, тут история о том, что где-то, может быть, вы осознали, что это всего лишь мои иллюзии были. Боже мой, как я могла так заблуждаться, как я могла верить в это. Ну, тут, мне кажется, такое, он искусный манипулятор. Он мог какие-то болевые точечки надавливать. Вот тут не зря дьявол. Ну, дьявол — это манипуляция. Дьявол — это манера себя вести. Тут кинжал за спиной. Ну, девочки, человек привык брать ресурс. И для этого все способы хороши. Так, научились противостоять, надеюсь, хотя бы различать их в толпе, да, и близко к себе не подпускать. По вот этой карте она часто выходит почти в каждом раскладе на вашу сигнификацию. Муза яркая, вдохновляющая, талантливая, харизматичная. Иногда там девочки говорят про манипуляторов, про абьюзеров, почему вроде бы сильная, яркая, красивая. Ну как, почему вы не выбираем там нормальных каких-то мужчин среднестатистическим, сейчас я говорю понятие нормального, да, девочки, ну, или почему там вот эти абьюзеры какие-то не выбирают слабых, да, почему такие девочки яркие, да потому что тут лакомый кусочек, а соответственно и нам всем хотелось бы какой-то яркости, нам бы многим изначально хотелось бы каких-то таких решительных шагов со стороны мужчины, нам хотелось бы каких-то проявлений, но уже с возрастом, с опытом, я бы сказала, понимаешь, что не все то золото, что блестит, не все классно заканчивается, то, что там начинается феерично, да, так если мужчина как-то проявляется слишком активно, совсем не факт, что дальше пойдет нормальное развитие отношений. Ну, тут такой какой-то нюанс, женщина как будто бы уже научена. И вот ваша, по этой карте, ваша яркость, ваша харизма, ваше умение себя преподнести, умение где-то во внешности подчеркнуть сильные какие-то ваши стороны, да, какие-то вот такие нюансы, опять-таки, умение тут... Кстати, да, таланты я сказала сюда, да, кстати, вы обладаете талантами, другое дело, насколько вы их развиваете, и запрос, насколько у вас есть развивать их. Опять-таки, внешне привлекательно, харизма, но по поводу этого же, умеете ли вы выбирать среди вот этих мужчин, которые 100% на вас обращают внимание, как будто бы умеете ли вы выбирать достойных в том плане мужчин, которые смогут закрыть действительно ваши потребности, смогут быть для вас опорой, мужчина, который сможет дать вам уважение, там, заботу, нежность. Это уже другой вопрос. И просто я хочу сказать, что по этой карте многие девочки реально менее какие-то, менее наделены они там и внешними данными, могут быть намного, скажем так,
слабее, да, если можно так сказать. Где-то вот яркость, вот это таланты. Тут как будто бы вас щедро одарила природа. Так, ладно. И вот эта карта гармония мне говорит, вот если читать все это вместе, говорит о том, что где-то вы саму себя уже, может, не до конца познали, но на пути к познанию себя. Может, вот эта ситуация, которая в прошлом была, все-таки мне эта карта говорит о том, что где-то вы уже успокоились, разложили многое по полочкам, где-то сделали выводы. Опять-таки, это идет с принятием себя, с осознанием собственной ценности, принятием, опять-таки, своих достоинств, своих каких-то нюансов, не буду говорить недостатков, потому что какие у нас недостатки, девочки? Мы совершенны, каждая по-своему. Это мне говорит о том, что где-то вы как выздоравливаете от этой болезненной ситуации, где-то вы позволяете себе быть счастливыми и говорите, хватит, я ставлю точку на вот этих каких-то своих мучениях, на вот этих душевных муках, терзаниях, на этих предательствах, на этих вопросах, зачем, почему, за что. Нет, я хочу, жизнь так скоротечна, быстротечна, в жизни есть много хорошего, и вот этими мыслями какими-то негативными я перекрываю себе вот этот поток классной энергии, поток всего хорошего, да, и которая вокруг меня, жизнь проходит. Я не хочу так, чтобы она пролетала вокруг меня. Я хочу в этом жить, участвовать. Я хочу быть составной частью этого всего. Эта яркость жизни, она и во мне. Ну, тут такое вот, как будто бы. Вот, как-то по карте гармония, это мне женщина, которая в хорошем смысле, она отпустила все. Вот такое вот это. Или на пути к этому. И еще раз повторюсь, мне эта фраза нравится, как будто бы вот вы говорите, все, я счастлива и точка. Сейчас в моменте. Все. Так, давайте смотрим дальше. Тут, вот как говорят, осознанная, да, осознанная женщина уже, которая, может, где-то даже проработала уже эти все какие-то вопросы, уже где-то знает себя, знает то, что вы знаете, что вам нравится, чего вы хотите достичь, к чему прийти. Так, мои хорошие, прежде чем взять расклад, хотела вас попросить, пожалуйста, подпишитесь на канал, для меня это очень важно. И поставьте лайк, не стесняйтесь. Благодарю вас. Итак, сам расклад. Собственно, кто эти сплетни распространяет о вас, да, и что это за люди, что это за личности такие, и о чем эти сплетни, связанные с вами, я имею в виду. Так, информация. Так, кто о вас сплетни распространяет? Кто? Ой, что-то перевернутое все. Кто о вас сплетни распространяет? И о чем эти сплетни? Так, кто эти сплетники, которым вы спокойно жить, дышать не даете? Кто они? И о чем сплетни, связанные с вами? Кто сплетники? И о чем они сплетничают? Кто эти сплетники? И о чем они сплетничают? Что с вами связано? Кто сплетники эти? И о чем они сплетничают? Так, это перевернулось. Ну, наверное, оставлю. Но вообще-то связанное с вами. Так, кто эти сплетники? И о чем они сплетничают? Так, кто эти сплетники на прямых? Так.
кто эти сплетники? Так, непонятно. Мне такое вроде бы как парочка какая-то. Ну, то есть не один даже человек. Поздравляю. А вас сплетничает не один человек. Ну да, с другой стороны, это логично. Да, не будет же он сам себе рассказывать сплетни о вас. Так, давайте... Кто эти люди? Ну, тут как будто бы распространяют, даже не то, что там, может быть, писатель, да, какой-то. Ладно. Так, кто? Мужчина, женщина. И мужчина, и женщина, да. Мужчина или женщина? Ух ты, рыцарь мечей. Да что ж ты будешь делать? Вот это же надо. Мужчина. Так, смотрите, ну мужчина, мне такое, честно, как будто бы мужчина обсуждает вас какой-то женщиной. Вот мне оно как-то идет тут. Почему я так говорю? Потому что тут пара. Тут мужчина как лис изображен, хитрый лис, и женщина тоже, она тут танцуют, они танец какой-то исполняют танец, да, и тут у женщины тоже маска на глазах. И карта лицедеи. То есть люди такие, как масочки носят, масочники, да, лживые, где-то двойные стандарты, где-то люди вовремя эти маски меняют, да. Ну, то почему-то мне так идет, как будто бы они в паре идут. Может быть, это не обязательно муж-жена, не обязательно даже любовная пара. Может быть, это даже коллеги по работе. Мужчина, женщина. Ну, в принципе, как будто бы они в связке какой-то. Такое мне. Так, ну, налаженный у них как будто бы коннект, если можно сказать. Так, ну, больше мужчина все-таки выходит. Рыцарь мечей, конфликтный, такой, может быть, даже агрессивный иногда, не сдержанный. Скорее, в мужском коллективе ему проще, чем в женском. Мужчина что-то доказывает постоянно свою правоту. Может, даже никто его не провоцирует, правильно сказала, не пытается его провоцировать, даже никто его не трогает. А он такой, что-то сам такой, заводится с полоборота какой-то такой. Так, у мужчины сейчас проблемы в жизни. По колесу фортуны поворачивается жизнь, судьба его как будто бы не в лучшую сторону, да, и как будто бы он объективно смотрит, и как будто бы это колесо фортуны, оно поворачивается в ту сторону, где у него добавляется очень много по тяжелой ноше, может быть, обязанностей, ответственности, но они не... Жизнь не становится легче, наоборот, как будто бы новое на него тут вязанка этих дров, ему приходится ее тащить, и новых еще добавляют сверху этих дровишек. Вообще мужчина кайфажор, мужчина может, кстати, тут карта алкоголь, мужчина может употреблять, злоупотреблять алкоголем. А вообще такой мужчина, в первую очередь, даже если он семейный, может об этом с картой справедливость говорить, как вариант, то на первом месте ставит себя. Это такой типаж, который, знаете, привыкший, ему все должны, ему его потребности должны закрываться в первую очередь. Вот такой. Почему-то сейчас вот именно у него какой-то период такой, как будто бы вот то, как он привык себя там вести по жизни, нести, как себя вот вообще ощущать вот таким вот где-то мужчина, который, ну, ради себя живет, вот, по большому счету, то сейчас вот его как будто бы небеса отворачиваются, какие-то вот кубки, может быть, в свое время даже, знаете, ему предлагали шансы какие-то, он их не брал. Ну, такое, может быть, надеялся на лучший какой-то исход, или то ему не такое, то не такое. Сейчас, говорит, как будто бы, ну, меняется все в его жизни по колесу фортуны. Мужчина, ну, по этой карте справедливости, повторюсь, может быть не свободен, но тут еще такой подтекст, может, какой-то род деятельности. У кого-то юриспруденция, у кого-то, в принципе, может, как обдуманное решение, какие-то
Мужчина может занимать пост, какую-то должность, может быть, род деятельности какой-то. Он как будто бы, может, консультации какие-то давать, да, может быть, его там заключение, его какое-то мнение, оно ценится. Ну, такое вот. Но при этом вот рядом же, будто бы вот ложится карта неискренность. Семерка мечей, как будто бы человек может под шумок, да, вот внешне он такой, внешне он показывает какую-то правильность, может быть, даже, может, кстати, даже он наделен какими-то полномочиями, я имею в виду должность какая-то такая, может, юридические какие-то бумаги подписывает. Вообще вот он как будто бы старается производить впечатление человека очень правильного, ответственного, серьезного и справедливого. Тут справедливость, вот карта. А под низом сразу же там выпала карта, это неискренность, обман, лицемерие, это какие-то подставы, манипуляции, воровство. То есть вот эта вот ширма. Это, знаете, из той серии прям, если человек много времени, сил потратил свое время на, как говорят, авторитет, первые там лет 5-10 ты работаешь на свой авторитет, а потом авторитет всю оставшуюся жизнь, да, это правильно, авторитет, да, работает на тебя. Тут то же самое, он мог прикладывать силы какие-то для того, чтобы достичь какого-то результата, может должность, может быть там, уж не знаю, какую-то фирму какую-то он там организовал, и он как заработал имя свое. Угу. Причем многие считают, что он, да, действительно ценен в чем-то там ценен. И люди к нему обращаются. Но насколько сейчас он справедлив, это большой вопрос. Тут человек как будто бы тут, мягко говоря, неискренность, мягко говоря, какие-то подставы. Что-то такое. Мне вот такой мужчина какой-то вышел. Так, еще о чем? Быстренько сейчас. Так, мужчина, которого в жизни была какая-то потеря, которую он до сих пор не может отпустить, смириться с этим. Опять новости. Кстати, мужчину характеризует, он может быть очень агрессивным. Тут, кстати, может даже руку поднимать на, если он с какой-то там, даже женщиной. Может очень несдержанным быть, агрессивным, какие-то такие прям чуть не припадки, хотел сказать, агрессии, потому что карта насилия. Может быть, из таких людей, которым очень важно вот этот адреналин где-то выпускать, благодаря, может быть, находить выход этой энергии, потому что если его закрыть в 4 стенах, и вот тут он может прям беды натворить, скорее всего, адреналинозависимый, скорее всего, вот эта быстрая езда, может быть, там даже как увлечение каким-то спортом, может быть, даже опасными видами спорта. Вот тут такое, что может быть времяпровождение какое-то, это, вплоть до того, что где-то там в горы, на байдарках, ну, как пример. Может, вид спорта какой-то, ну, травматический даже какой-то, да, какие-то единоборства, может, бокс. Вот тут что-то такое мне прям идет, я не знаю, почему-то даже вот идет, ну ладно, не буду. И он как-то очень болезненно, этот человек реагирует, когда на него не реагируют. То есть, когда ему почему-то там, он надеется, что он там заметит его значимость, оценит, может быть, да, какая-то лесть, восхищенные взгляды, а его прям выводит из себя, когда не дают вот этой реакции какой-то, когда к нему кто-то равнодушен, когда где-то ему кажется, как незаслуженно не замечают, не хвалят, не одобряют. Тут вот такое для него очень важно, вот это одобрение социума. И вообще говорят, что к нему на самом деле довольно-таки легко подобрать ключик. Может быть, даже какая-то женщина, вот с которой он в связке, вот так вот, может, она к нему и подобрала ключик. Почему? Потому что тут у него прям болезненное какое-то, уязвленное самолюбие тут какое-то. Может быть, даже вы где-то ему на мозоль эту наступили, если вы не дали какого-то обожания, преклонения,
А женщина какая-то по карте ключик, и тут карта солнышко, и вот тут в паре с ним танцует. Вполне возможно, что какая-то женщина нашла к нему этот ключик, подобрала, рассказала по карте солнышко, это этот эгоизм, этот ребеночек. Рассказала, какой он прекрасный, что перед ним все дороги должны открываться, что он ясно солнышко, и везде ему будут рады, да он заслуживает самого лучшего. Тут, похоже, в ушки так повливало ему. Так, при чем тут безденежье, любовь, алкоголь? Не понимаю, близнецы. Так, мужчина. Так, о чем это? Безденежье. Выбор. Ой, тут так интересно. Мужчина, который, может быть, выбирал долго-долго, почему-то на чаше весов у него так странно. Он настолько боится, ну, это не смешно на самом деле, вообще не смешно. Страх, ну, может быть, нищеты, страх того, что не будет денег, не будет ресурса какого-то денежного, тут больше безденежья. Может быть, человек из не очень богатой семьи, но это даже не в этом. Почему-то у него, может, правда, такие времена у него были тяжелые, когда действительно не было там средств к существованию, или это было под большим вопросом. Ну, упаси Господи, я никого не осуждаю, это на самом деле страшно, и у каждого свои, скажем так, тараканы и скелеты в шкафу, и все мы не идеальны. Но тут показана, подсвечена такая картинка, что мужчина выбирал, знаете, как будто бы по влюбленным. Может, было две женщины, может быть, с одной женщиной была какая-то стабильная уже размеренная жизнь, а там где-то, может, мог еще подвлюбиться. Мне так идет. При этом он так это все взвешивал, сравнивал по карте радуга, вот с кем, кто мои потребности больше закроет. Карта огонь, тут страсть. Скорее всего, он до конца так и не разобрался. Может быть, он не прочел это, не считал это. Может быть, как любовь не считал в тот период, на то время. Тут, может быть, как страсть накрывала по карте огонь. Но мужчина, скорее всего, выбрал стабильность по карте земля. Или сделал туда, как будто бы, ну, больше как был склонен был выбрать этот какой-то стабильный вариант. А потом, может быть, когда он уже сделал выбор, карта любовь, алкоголь, человек, может быть, знаете, как флешбеки, да, накрывала возврат какой-то у человека, пришло осознание того, что это любовь, может быть, я этого всю жизнь ждал, может, мечтал. Но смысл такой, что уже как карта тут алкоголь, может быть, даже мужчина злоупотребляет алкоголем где-то для того, чтобы вытеснить эти какие-то воспоминания, даже вот эту ситуацию какую-то, его выбор, его вообще вот это видение. А оно же как-то у него, получается, накрывает его. Ну, у кого-то действительно алкоголем человек в алкоголе пытается забыться. У кого-то тут вообще даже и на фоне этого алкоголя все равно мысли, они, может быть, притупляются, эмоции какие-то, мысли, а потом опять вот четко у меня вышло любовь, алкоголь, а потом ощущение того, что близнецы, это как близнецовое пламя, а это та самая, это моя вторая половина. Тут что-то такое у человека идет, как это говорят, раздрай, да, в душе и в сердце, и вообще какое-то как будто бы его сердечко живет вообще автономно и не подчиняется его мозгам, его, может, практичности, прагматичности, такое, его выбору какому-то, все тут уже решил. Так, а мне вот интересно, что это за... Мне прям такие, что вторая какая-то тут женщина еще ему на ушко что-то нашептывает, такое как лицедейство. Такое, как будто бы, может, и он знает цену этой женщине, а она его болевые точечки знает точно. Ой, так, давайте посмотрим лицедейство. Что за женщина, которая... Что за женщина такая? Ну, трио. Это женщина, которая, кстати, может быть, опять почему-то, если вы с ним были в каких-то взаимоотношениях, да, то это незримо этот человек присутствовал. Если он... Влияние этого человека постоянно было. Если он сейчас в каких-то отношениях, то же самое, она может влезть куда угодно, эта женщина.
5 карта солнца. Знаете, такая как будто бы женщина, которая хватается за все шансы, за все какие-то возможности, использует все шансы по карте клевер. Для чего? Для стабильности, может быть, для своей какой-то материальной стабильности улучшить. 5 карта дом. Знаете, как бы это все не за счет кого-то, то тут какие-то классные карты даже ложатся. А ну, для себя любимая она готова там, для того, чтобы у нее был дом, полная чаша, чтобы все дороги раскрывались, чтобы это была карта якорь, это ж прям материалка и в принципе устойчивое положение. Тут готова использовать всякие разные моменты. Но мне почему-то показывают, что она вполне возможно хотела использовать тут карта страсть. Это, ну, огонь, страсть, может быть, как сексуально. Пыталась стать для этого мужчины привлекательной и старалась как будто бы его, может быть, привязать к себе, повлиять на него. Но показана карта гроб, как будто бы не совсем это у нее получилось. Ну, что-то пошло не так почему-то. Но при этом шанс как будто бы на руки не складывать. Все равно она надеется по карте клевер добрать, получить, использовать. И для нее очень важно, кстати, для этой женщины очень важно социальное положение, какое-то уважение, материальный достаток. Вот тоже показано такой типаж женщины, которую очень важно где-то демонстрировать, что я могу себе и то позволить, и то, и то. У меня совсем другой уровень. Так сказать, это вы холопы тут, а я тут голубых, ну не обязательно голубых кровей. Не, в принципе, тут какой-то материальный больше достаток. Тут не голубой крови, тут больше княгиня. Вот такое, вот какая-то значимость. Очень важно вот в глазах общественности вот каким-то таким статусом обладать. Ну вот как-то так. Вот какая-то тут мне вот вышли такие вот люди. Почему-то. Давайте посмотрим, собственно, о чем сплетни о вас. Ой, сплетни о вас, сплетни о вас. Ничего себе. Так, это карта привязка. Это бы... Так. Сплетни о вас. Ну, вы поняли. Основной, кстати, что распространяет этот мужчина. А с подачи все-таки тоже этой женщины, она там всячески тоже может инициировать эти разговоры, как-то поддерживать, нужное русло направлять. Так, она имеет огромное влияние на него. Вот как она скорее, хоть он там такой манипулятор, но она, по-моему, еще круче него. Но он этого не осознает, по-моему. Так, орел, это... Нет. Это мужчина какой-то? Нет. О чем это? Луна. Что это? Что такое орел? Сплетни о чем? Ой, тут какие-то странные такие эти, как будто бы могут они говорить о том, что вы то ли польстились на какое-то то ли предложение, то ли в союз с кем-то вошли, да, может быть, ну, как будто бы вы сделали какой-то выбор, и этот выбор по Луне какой-то непонятный. С другой стороны, знаете, может быть такое ощущение, как будто бы вам могли пообещать что-то, и вы, не разобравшись там в условиях каких-то, не разобравшись, может быть, даже если это касается союза, потому что тут как-то справедливость все-таки. Это может быть даже, смотрите, история о чем? Это как будто бы говорят о вас, что вам кто-то предложил, то ли в союз войти с мужчиной, да, допустим,
и вы польстились на это, и вошли с кем-то в союз, выбрали кого-то. Или это какая-то, может быть, там, новая работа, новый род, вид деятельности, как будто бы новое что-то в вашей жизни. И по идее вы хотели, чтобы это понятно, это как было бы для вас в кайф, классно, но как будто бы вы приобрели себе головную боль. По черной кошке очень много туманного, неопределенного. Вполне возможно, даже говорят о том, что вы как туману напускаете какого-то. Вот такое, что-то как будто бы умалчиваете о себе. Лишний раз не договариваете, вот замалчиваете. По луне это такая вы загадочная, непонятная женщина. Их фиг поймешь, типа правду от вас не узнаешь, что-то такое. При этом они говорят, вот эти вот двое, что для вас это как по карме, это какой-то урок для вас. Угу. Типа вы хотели одного, получили совершенно все другое. Так, при этом карта с глаз, книга. Но при этом говорят, это что даже если у вас сейчас хреновый период по этой карте с глаз, я не буду сюда мистический подтекст какой-то приписывать. То есть, если у вас там в личной жизни какие-то негоразды, если у вас там в рабочих моментах еще где-то какие-то проблемы, то вы по карте книга все равно ищете пути выхода из создавшейся ситуации, пытаетесь как-то информации набрать, ее использовать, обрабатываете. Ну, то есть руки не опускаете, да. При этом сплетня у вас царевна. И корона у вас на голове. Смысл такой, что где-то у вас, они говорят, что у вас где-то завышенная самооценка. Могут говорить о том, что где-то вы себя несете выше всех, да. Завышенная самооценка это сюда же, но тут вот карта царевна, это вообще больше карта человека, в данном случае это ваша, да, они так говорят, который живет непосредством, который живет где-то как одним днем, который даже не совсем может себе позволить какой-то материальный уровень, да, но он там сорит деньгами. Если, допустим, вы объективно не совсем можете позволить там себе отдых, 5-звездочный отель, да, если у вас там, не приведи Господи, там еще кредиты за там жилье, машина, еще чего-нибудь, вот не знаю, такое, как будто бы по идее туда нужно деньги, а вы можете шиковать, где-то в каких-то рестораны дорогущие ходить. Вот тут что-то такое, что как будто бы она сорит деньгами, она типа себя балует. Тут подтекст этой карты, что женщина себя балует, себя любит, вот тут такое, вот завышенная какая-то самооценка, вот типа даже в ущерб другим. Отчасти вот о чем, это же сплетни, он, этот мужчина, больше как будто бы рассказывает. Где-то в отношениях с вами невозможно нормально выстроить вот эти гармоничные отношения. Почему? Потому что слишком вы о себе высокого мнения. Слишком вы как будто бы, чуть ли не цену себе набиваете. Слишком у вас требования какие-то. При этом это как-то вот тут это все, может быть, они обсуждают, что на самом деле какие-то гармоничных отношений вот в семейной жизни, вот типа серьезных отношений, с вами очень трудно построить. Почему? Потому что на себя на первое место ставите. Это что-то новое мне прям идет такое. При этом, сейчас это он говорит, это вы, слуга земли? Это кто-то и вы, слуга земли? О чем это? Тут тоже может говорить о том, что типа книги читаете, стараетесь сейчас с какой-то ситуации выйти, в которую попали, но при этом тут я просто считала, что считаете себя очень умной, мудрой по карте сова, но можете какие-то совершать поступки, мягко говоря, не очень дальновидные, не очень какие-то практичные. По карте огонь от эмоциями какими-то руководствуетесь, в моменте вот такое что-то совершила, причем такое ощущение, вот тут еще есть такой подтекст, что вы слушаете, для вас очень важно какое-то
может быть, есть третьи лица, которые имеют на вас огромное влияние, и вы можете послушать, вот там какие-то лица как в тени находятся, слуга земли, это как серый кардинал, как будто бы и вами кто-то может управлять. Вы тут, типа, вы себя считаете очень умной, мудрой прям, но на самом деле он говорит, что вами могут управлять. Ну и как будто это болезненный опыт. И где-то еще тоже информация о том, что где-то, если у вас там, ну, семейная жизнь, да, какая-то уже устоявшаяся, рутина, быт, то вы можете вот в состоянии вот этой скуки какой-то, ну, где все приелось уже, вот можете совершать какие-то опять-таки поступки необдуманные, мягко говоря, сами понимаете. И по карте болезни это потом болезненный вот такой вот какой-то опыт у вас, болезненный результат. Так, и все, вот он к этому подводит почему-то, вот этот мужчина, что как будто бы с вами нормального сотрудничества в плане мужчины и женщины, почему-то он говорит, невозможно. Ну, какое-то неравенство. Страсть, он говорит, что да, может быть, там женщина привлекательна, но как будто больше такой подтекст дает, что вот гармоничные каких-то и классные отношения все равно невозможно выстроить. Потому что можно пытаться, тут карта страсть, карта рыбы. Вроде как... Так, о чем это? Еще характеристика на ваша, вы очень темпераментная, да, вы интересно многим. Так, рыба это как удача. Это вы как удача, отношения с вами? Нет. Это о том, что вы не можете выбирать тоже, и вы не можете нормальных партнеров выбирать. Как будто бы вы выбираете партнеров, которые вас унижают, которые разрушают эти отношения. Тут даже между строк они вам кости могут мыть и говорить о том, что ставки делаете не на тех. Это личной жизни касается. Опять-таки, где-то можете вот как компенсировать по карте «Ты царевна» неудачи в личной жизни, старайтесь компенсировать приобретением, допустим, каких-то ненужных лишних вещей. Может, там что-то еще, атрибуты роскошной жизни какой-то. Уж не знаю, девочки, тут такое тоже может быть. Вы где-то так самоутверждаетесь, типа вам боль кто-то нанес, принес, разочарование, боль. Но вы пошли там полмагазина, я имею в виду, скупили. Не в том плане, что бытовые там какие-то эти, как это, мелочи, там, не знаю, бытовая химия. А тут там ювелирка, уже не знаю, там что там, вещи какие-то, меха. Ну, допустим, я понимаю, насколько это так смешно, может, и звучит. Ну, тут вот такое вот, кстати, вот они могут говорить о том, что да, понятно, типа девочка не получилось, там что-то в личной жизни пошла себе это, себя баловать, пошла вот такими какими-то, даже не посредством, тут что-то такое, вот они говорят. Ну и опять-таки о том, что вы не умеете партнеров, выбирайте партнеров, которые токсичны, которые разрушают вас, которые приносят вам боль и разочарование. Хотя вы можете по карте рыбы, ну, считать в моменте, что это удачный ваш выбор, или о том, что в принципе, вот мне так идет по этим картам, что они понимают, что вы привлекательны, они понимают, что мужчины на вас обращают внимание, вы привлекательны очень как, ну, для мужчин, как, извините, как красивая женщина, как сексуальный объект. Но тут вот какой-то ваш выбор, вот то, что вы тут, кого вы тут выбираете. Тут карта привязка, по факту вы привязываетесь, тут какая-то зависимость, зависимые отношения, но вы же как будто и жертвой в этих отношениях являетесь. По этой карте привязка я не буду это читать как магическое воздействие. Я могу это, хотя она выскочила, эта карта. Тут как будто бы могут они вот судачить, сплетни о вас распространять, что сама себя привязывает, сама себе вот как будто бы она объективно жизнь портит. Опять-таки, привязка, это как вот тут свеча изображена, вы энергию отдаете, вы очень много силы своей какой-то энергии отдаете на попытки то ли выстраивать отношения с мужчинами какими-то, опять-таки говорю, они какие-то токсичные, то ли вкладываете много той же энергии, сил для того, чтобы эти отношения развивались, поддерживались.
что-то такое. А тут чуть ли не, знаете, еще могут как говорить, вот сочетание вот этих карт. Может быть, что вы много энергии тратите на то, чтобы какие-то отношения, которые им кажутся, ну, допустим, у вас там в личной жизни проблема, да, с мужчиной, мужчина какой-то вас разрушает, там отношения, мягко говоря, плачевно, все куда-то не туда идет. Это может реализация по карте Орел, то же самое могут говорить, что вот вы столько энергии тратите на то, чтобы типа, ну, знаете, как пыль в глаза пускать, это как же организм понты гонять, да. Вот они, может, говорят о том, что вы прикладываете намного больше какой-то, прикладываете намного больше сил и энергии для того, чтобы как будто бы фикцию какую-то им, как пустышку показать, что на самом деле у вас там и в реализации не особо, мягко говоря, и в личной жизни какие-то вам партнеры не такие попадаются, а вы как будто бы тут, я же говорю, как вот пыль в глаза пускаете, какую-то обложку создаете, что по карте рыба, что у вас все удачно, у вас все шикарно. То есть даже где-то, если вас этот мужчина увидел, и вы тут по карте царевна, тут такая красотка, там, может быть, роскошная, может быть, вы там в каком-то новом авто едете за рулем, там, уже не знаю, там, потом останавливаетесь возле какого-то там супер ресторана нового, какой-то открылся ресторан, там что-нибудь такое, все изысканное, вся такая одета, разодета, бриллианты на вас сверкают. Вот он вас увидел, он говорит, это все понты. Это понты, на самом деле у него все хреново. Это она специально мне или кому-то еще вот хочет показать, что у нее все классно, что у нее жизнь удалась, что все сложилось. На самом деле она вообще не по средствам живет. И почему она мужчины рядом нет, значит, она его скрывает, значит, на самом деле он какой-то не такой. Или он не соответствует, или она не хочет его афишировать, или он уже ей принес боль и разочарование, и у нее там в карьере все не так. Тут такое, как будто бы идет вот это такие сплетни. Причем карта гармония последняя, как будто бы мне по этим картам, как будто бы давно, ну, они могут это говорить о вас, или же могут говорить о том, что вы давно вот это вот пытаетесь такое производить впечатление. Для вас уже это как будто бы какая-то как маска, с которой вы сжились. Как будто бы в этом вы, знаете, как эта маска уже у вас на лице, вы давно вы в этом образе, вот такое что-то. Так, девочки, что-то не могу уже дальше рассказывать. Не хотят они, чтобы я вам дальше гадости эти говорила. Да. Ну, вообще, вот смотрите, последняя карта, больше не буду вытаскивать. Говорят, что, смотрите внимательно, подарочек такой классный, карта написана подарок, что типа вы транслируете, что ваша жизнь там удалась, там, может, им так кажется, что по карте подарок все у вас прекрасно. А на самом деле, с этого подарочка выскакивает такой злобный клоун, там такой форс-мажор, это типа, ну, типа вы умалчиваете о том, что на самом деле у вас там хреново. А всем показываете какую-то одну сторону медали, да, какую-то одной стороной поворачиваетесь в социуме и демонстрируете. А то что там у вас типа не просто как-то не очень, а вот фиговастенько, вот этого вы никому не рассказываете, не показываете. Ну, людям так хочется думать. Ну, вот этому мужчине конкретно, этой женщине, им так хочется думать. Все, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.